Приветствую всех на моем канале Оля Счастливая. Подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Очень много всегда вопросов в комментариях. Это либо как нарастить корни орхидеям, восстановить тургор, либо проблема орхидеи не цветет. Очень много у меня есть видео, как зацвести орхидеи, какие применять препараты, способы и даже подручные средства для цветения орхидеи. Например, я вам рассказывала про марганцовку, настойку бананов. Помните, в прошлом году было видео, проверяли знаменитый в интернете лайфхак, как зацвести орхидеи с помощью банановой настойки. И к моему удивлению, реально орхидея повторно зацвела. Кому интересно, досмотрите это видео до конца, и будет прямой переход о том, как приготовить банановую настойку, с помощью которой я зацвела орхидею свою пульсацию. В этом году, кстати, она уже цветет домашним цветением. И вот еще один также популярный в интернете лайфхак зацвести орхидеи с помощью лука. Это у меня настойка из лука, которую я настаиваю уже 2 дня. Как я ее приготовила, сейчас покажу. За 2 дня до обработки нарезаем лук. Я его не чищу, прям так беру. Лук богат калием и фосфором. Вот именно то, чем мы с вами поливаем орхидеи, когда нам надо цветение. Я много раз вам показывала, что поливаю орхидеи свои монофосфат калия, либо монокалия фосфат, именно для цветения. Вот этими микро-макроэлементами и богат лук. Так, пересыпаю. Беру я просто литровую баночку. Так, добавляю. Шелуху тоже луковую сюда же мы добавляем. Полностью все перекладываем и заливаем это 1 литром кипятка. Так. Закрываем. Можно крышкой. У меня сюда подходит капроновая крышка, поэтому я ее не использую. Я просто накрываю тарелочкой и оставляю на 2 дня. Прошло 2 дня, настойка готова. Перемешаю. Единственное, 2 дня стояла, кстати, вот сейчас открыла, запах такой достаточно яркий, запах именно лука. Все. И буду процеживать. С помощью этого настоя мы будем и поливать, и опрыскивать орхидею по схеме. Опять же, определенное количество раз. Сейчас только я процешу в лейку. Я взяла на эксперимент 2 орхидеи. Эти 2 орхидеи, они такие достаточно интересные. Каждую из них трудно зацвести со своей историей. Орхидея, которая стоит вот справа от меня, сейчас секунду, вылью, вот так. Вот эта орхидея, это детка уже от той орхидеи, которая у меня с 2012 года. Много раз вам уже рассказывала, что эта орхидея очень хорошо, замечательно дает деток, но ни в какую не хочет ни материнское растение, ни вот детки. Деток у меня достаточно много от нее. Видите, вот тут была групповая двойная посадка. Ничего. И перепад температуры ей делать тоже не помогает. А вот это вторая моя орхидея, которую еще в конце августа я поспешила вынести на балкон, помните? И она получила тепловой удар. Был вопрос, восстановится ли верхушка, что будет с верхушкой. Видите, вот маленький-маленький листик поврежденный. Это после теплового удара. Листья вот здесь имеют ожоги. Ну и когда орхидеи под вопросом выживет, не выживет и что с верхушкой, они очень часто дают либо деток, либо зацветают. Вот орхидея дала, точка роста здесь не повреждена, и это очень хорошо. Ну и так как сейчас орхидея окрепла, с камнями все хорошо, орхидеи, видите, здоровые, взрослые, хорошо себя чувствуют, именно на этих орхидеях мы с вами и проведем этот эксперимент. Сразу возьму пульверизатор и сюда наберу этой настоя, потому что опрыскивать нам орхидеи надо будет каждый день. Так, естественно, постоянно готовить. Вот этот настойку я не буду. Буду готовить перед поливами. Ну или, может быть, даже придется, потому что для опрыскивания, скорее всего, этого объема мне не хватит. Так, то, что у меня есть. По лейке мне показывают буквально, сколько здесь у меня, 800 мл, меньше литра. Мне надо разделить на 2 орхидеи. На будущее, наверное, буду готовить 1,5 литра для полива конкретно этих орхидей. Все-таки 1 литра, как я залила, этого мало. Видите, даже получилось не полный литр, а 800 мл, даже надо сказать правильно. Так, поливаю эту орхидею. И обратите внимание, я не поливаю орхидеи по сухим корням. Я все-таки позавчера эти корни орхидеи эти пролила. Не замачивала, а именно методом пролива. Видите, они видно, что политы, но не слишком увлажнены. То есть методом пролива я прошлась и водичкой эти орхидеи просто пролила. Все-таки луковую настойку я применяю первый раз. Как среагируют орхидеи, корни орхидей, пока не могу сказать. Вместе с вами будем проводить эксперимент. Вместе с вами наблюдать, как и в прошлый раз с банановой настойкой.
Я вам показала все до и показала то, что был потом результат. То же самое сделаем и в этот раз. Даже если результата не будет, ну, значит, у меня конкретный эксперимент не получился. Это тоже я вам расскажу обязательно, об этом вам покажу. Смотрите, значит, мы орхидеи полили, пусть они у меня так стоят, напитываются, ну, хотя бы минут 15. Кроме этого, ежедневно нам надо их проходить и опрыскивать. Хорошенечко опрыскивать с двух сторон, и сверху, и снизу листа, а также этой настойкой. Как только она у меня закончится, знаете, наверное, я даже готовить не буду, просто буду опрыскивать тогда водой, когда закончится. Уже через неделю или вот по мере необходимости, когда я приготовлю следующую настойку для полива, тогда в следующий раз, опять же, сюда отолью, я думаю, дня на 2-3 здесь будет хватать мне, и буду опрыскивать этим раствором. Конечно, по завершению эксперимента я вам расскажу, какие будут корректировки. Всегда во всех этих экспериментах в начале и в конце есть какие-то корректировки. Они будут, и я вам об этом обязательно расскажу. Если кто-то уже использовал этот метод для того, чтобы зацвести орхидеи, пожалуйста, расскажите об этом, напишите в комментариях. Так как по составу вот эта настойка, она богата именно калий, фосфор, кальций. Это то, что надо для цветения и корней орхидеи. Поэтому я подозреваю, что может быть как цветение, так могут пойти активно расти новые корни, либо проснуться корни, пойдут в стадию роста. Ну вот посмотрим, что будет у меня, цветение или все-таки корни. И вот опять же еще один способ, у кого нет вот этих препаратов, про которые я рассказываю, монокалий, фосфат. Монофосфат калия, то есть препараты, где большое содержание калия, фосфора. Еще одна отличная замена. Я вам уже рассказывала, что можно брать отдельно таблетки, которые продаются в аптеке с большим содержанием калия. А вот еще одна альтернатива. Это настойка лука. Тоже калий, фосфор, кальций, пожалуйста. Тоже большая дозировка, можно использовать. Сейчас возле этих орхидей очень ярко чувствуется запах лука. Я вам, конечно, потом расскажу по факту, как это будет завтра и сколько дней я буду его ощущать. Но сейчас я очень хорошо чувствую запах лука. Знаю, что те, кто использует чесночную настойку, тоже вы в комментариях писали, что очень и чувствуется потом запах чеснока некоторое время. Но вот посмотрим, сколько держится непосредственно вот этот запах. Видите, я очень хорошо так пролила, у меня прям в пазухах вот водичка это стоит, луковая вода, наверное, даже правильнее это будет называть луковой водой. Прямо в пазухах все стоит. Но делаем, как всегда, с вами опрыскивание. Лучше в первой половине дня. На прямые солнечные лучи после этого не выставляем. В комнате должно быть тепло и не должно быть сквозняка. То есть в любом случае, с чем бы мы с вами не опрыскивали орхидеи, правила опрыскивания надо соблюдать. Ну и в этом случае, конечно, тоже. На дня 3 хватит. Потом простой водой, как я вам сказала, буду эти орхидеи опрыскивать. После использования вот эту воду я вылью на другие свои орхидеи, ее использовать не буду. Для чистоты эксперимента сейчас 3 недели у меня будет полив у этих орхидей, даже не 3 недели правильно, а 3 раза, потому что иногда поливаются орхидеи, знаете, раз в 5 дней, иногда раз в 7 дней, иногда раз в 10, то есть по мере того, как просыхают корни. Поэтому 3 полива подряд сейчас у этих орхидей будут именно луковой водой. При каждом поливе немножко буду брать жидкости, чтобы на несколько дней еще и опрыскивать вот этой луковой водой. Опять же, калий, фосфор, кальций, который, видите, мы еще и по пазухам, и по листам даем, кроме корней, конечно, скажется хорошо. Но, как я вам и говорила, могут быть как корни, так может быть и цветение. Лук я использовала простой, репчатый лук, оранжевый, не белый, не фиолетовый, а самый стандартный репчатый лук. Сейчас орхидеи так оставляю, через часик посмотрю, если в пазухах не просохнет вот эта вода луковая, но обычно она очень хорошо у меня просыхает, все-таки у меня 26 градусов, влажность примерно 26%, то есть сухой воздух у меня просыхает все моментов. Но все равно через час проверю, если будет здесь сохраняться влага, просто возьму бумажную салфетку и все вот эти пазухи и сверху, и вот в точке роста листа все вот это просушу. Кстати, вот эта орхидея тоже была реанимашкой, подгнивала, видите, вот обработка Максимом была, проливалась фунгицидом, вот эти обработки, все работает, я вам много показываю результатов, у меня орхидеи, которые спасены вот этим способом, про который есть у меня видео на канале. Ну и теперь она, видите, у меня как штамбовое дерево растет. Пусть растет, так как это орхидея, я вам говорила, с 2012 года, очень много активно дает деток, просто она не хочет цвести, то, конечно, таких орхидей у меня много, и сажать их отдельно уже не вижу смысла. Поэтому здесь групповая посадка.
Очень рекомендую, кому актуально. Перейдите сейчас прямо посмотрите видео про банановую настойку для повторного цветения орхидей. Она работающая, сразу говорю, результат также есть у меня на канале. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!